Всем привет, меня зовут Люба. В этом видео мы вяжем корзинку из трикотажной пряжи. Я вязала из трикотажной пряжи изнаночной нарезки, так как эта пряжа хорошо тянется, я взяла крючок поменьше, 5,5 мм. Если у вас пряжа лицевой нарезки, то возьмите крючок от 6 и выше, 6-7, можно даже использовать крючок номер 8. Нам понадобятся также ножницы. Если у вас есть нить какого-то другого цвета, ее можно использовать как декоративную вставку, что я и сделала. Ширина корзинки у меня примерно 13 сантиметров, высота стенок примерно 10,5 сантиметров. У меня уже связано донышко для корзинки, оно состоит из 6 рядов. Как связать такое круглое донышко идеально ровной формы, у меня есть отдельное видео. В правом верхнем углу я оставлю ссылку на это видео и также ссылку оставлю в описании к этому видео. Итак, разворачиваем вязание, находим вот эту заднюю перемычку, то есть вот у нас идет косичка и за ней идет перемычка. Вставляем под нее крючок и сейчас мы вяжем первый подготовительный ряд. Полностью все, первый столбик первого ряда готов. Сейчас мы находим следующую перемычку, вот она. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. И полностью первый ряд мы вяжем столбиками без накида. Узор начнем вывязывать со второго ряда. Все, за вот эти вот задние перемычки расправляя нить, чтобы она у нас смотрела лицевой красивой стороной нити на лицевую сторону. Довязывайте до конца этого ряда. Все, ряд довязала до конца. Первый. Сейчас мы делаем соединение. Вытягиваем рабочую петлю. Вставляем крючок под первую, вот эту крайнюю косичку. Под первую. Вот это у нас идет уже сам столбик. Это косичка от него отходит. Вставляем под обе половинки косички. Захватываем петлю. Подтягиваем. Вот эта перемычка, которая у нас образовалась при уводе вот этой петли на изнаночную сторону, она должна быть примерно размером, таким же размером, как и сами вот эти косички. То есть ее не нужно сильно перетягивать и не нужно делать слишком слабой. Сейчас находим под вот этой перемычкой первый столбик, вот он. Нам нужно ввести крючок таким образом. Под правую ножку вот этого столбика, таким образом, ввели, и крючок должен попасть в центр этого столбика. Вот это вид с изнаночной стороны. Крючок находится между двух ножек столбика с изнаночной стороны и над ним шляпка. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на лицевую сторону, подтягиваем вот эту вот петлю, которая у нас уведена на изнаночную сторону, вставляем в нее крючок. Сейчас у нас 2 петли на крючке и провязываем столбик. Готово. И продолжаем вязать таким образом. Вводим крючок под правую половинку столбика, вот так. Вставляем крючок в центр этого столбика. Вот он, вид с изнаночной стороны. Между крючком, между двух ножек вошел крючок. Сверху у нас вот эта перемычка. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем, провязываем. Слишком плотно вязать не нужно, чтобы у нас была видна структура вот этого узора. Под правую половинку столбика, в центр столбика, рабочая нить, вытягиваем, провязываем. И так до конца ряда. Так как я вяжу на камеру, мне немножко неудобно. Узор этот вяжется достаточно быстро. И не забывайте расправлять рабочую нить, чтобы она ложилась лицевой стороной на лицевую сторону нашей корзинки.
вот у нас уже вырисовывается узор. Все, второй ряд я провязала. Снова делаем соединение рядов. Вытягиваем рабочую петлю. Заводим крючок с изнаночной стороны под первую косичку. Захватываем рабочую петлю. Все точно так же. Просто еще раз напомню, как это делать. Под перемычкой мы находим первый столбик. Заводим крючок под правую половинку столбика. Вводим в сам столбик, раскалывая его. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем эту нить на лицевую сторону. Вставляем крючок в изнаночную петлю. Захватываем рабочую нить. Готово. Провязали. Все, первый столбик третьего ряда у нас готов. И продолжаем вязать тем же самым узором. Подхватываем, вставляем крючок под правую половинку столбика. В сам столбик раскалываем его. И вяжем наш узор. Периодически можете себя проверить, если чувствуете, что крючок ушел не в центр столбика, то лучше себя перепроверить, чтобы в узоре не было лишних отверстий. И таким узором мы вяжем каждый последующий ряд. Можно также в корзинку ввести, например, другой цвет. Я довязала 4-й ряд, увела петлю на изнаночную сторону и сейчас хочу ввести новый цвет в корзинку. Для этого беру новый цвет. Петля у нас сейчас на изнаночной стороне. Вставляю крючок под правую половинку столбика, сам столбик. Вот эту петлю, вот эту основную нить основного цвета мы должны сейчас ввязать в вязание нить. Я не хочу отрезать, можете отрезать и кончик в вязание ввязать, но я хочу, чтобы потом этой нитью снова начать вязать без отрыва. Зацепляем новый цвет, выводим. Таким вот образом вывели на лицевую сторону, перехватывает, чтобы у нас вот этот столбик не получился перекрученным. Вставляю крючок в эту изнаночную петлю, хвостик отодвигаю. Сейчас мы будем его провязывать, ввязывать в вязание. Вот эту рабочую нить тоже мы пока убираем и провязываем первый столбик уже новой нитью. Вязать будем сейчас новым цветом, вот этим вот бирюзовым. Точно так же, таким же узором. Вот этот кончик мы сейчас будем ввязывать в вязание. А вот эту рабочую нить, основной цвет, мы его сейчас отодвинем, он нам пока не нужен. И через 2 ряда я его снова введу в работу. Все, провязываем сейчас корзинку новым цветом. Все, я довязала свою корзинку. Вот такая она красивая получилась. Она состоит из 10 рядов. Сейчас мы их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. Если хотите, можно сделать по краю корзинки обвязку из соединительных столбиков. Мне кажется, край получился аккуратный, я не буду этого делать. И сейчас сделаем красивое завершение нашего ряда. Вытаскиваем нить оставшуюся. Сейчас делаем завершение. Находим первую косичку. Вставляем крючок с изнаночной стороны, захватываем кончик, вытягиваем его на изнаночную сторону. Готово. Сейчас разворачиваем корзинку на изнаночную сторону. Находим, вот она последняя косичка, перемычка под ней. Под перемычку и в центр последней косички вставили крючок. Захватываем остаток нашей нити, либо кончик, какой у вас остался. Вытягиваем. Все, мы сделали аккуратное завершение нашей корзинки. Вот такая красивая корзинка получилась. У корзинки идеально ровные стенки. Немножко камера ее искажает.
вот так вот. Они достаточно плотные, не скажу, что корзинка мягкая. Плотность вот этих стенок также зависит от качества вашей трикотажной. Если это видео было для вас полезно и узор, и корзинка вам понравились, то не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Увидимся в новых видео. Пока!